Всем привет, дорогие друзья! В этом ролике расскажу максимально подробно, как разобрать Xbox 360, покажу, как поменять пасту, ну и обратно также соберу его, чтобы все было как бы понятно, где какие болты, где какие там моменты, на что нужно обратить внимание. Вот. Если не подписались еще на мой канал, советую подписаться. Чтобы не пропустить еще много очень интересного и полезного материала. Также поставьте лайк этому видео и напишите комментарии, чтобы максимально продвинуть этот ролик в YouTube. Поехали! Ну вот сразу говорю, вот этот вот момент, то есть он самый, можно сказать, такой неприятный в разборе Xbox, в принципе всех, наверное. То есть здесь вот сложность у очень многих возникает, и я знаю, многие вопросы тоже задавали. Значит, смотрите, вот здесь вот как бы снизу сверху понятно, то есть тут просто защелки, их мы отгинаем. Вот здесь посередине, здесь нужно просто придавить вот прям внутрь, вот так вот немножко раздвинуть, и вот видите, да, еще вот там вот такая же защелка есть еще и посередине. Вот тут, я надеюсь, тоже все понятно. Тут просто надо хорошенько придавить на нее, чтобы она вышла. Паз вышел, и все. Дальше как бы все нормально разбирается без проблем. Так, вот здесь вот аккуратнее, потому что здесь вот находится шлейф, и чтобы его там никак не повредить, здесь вот аккуратно отсоединяем, ничего не вырываем. Вот здесь вот он приклеен двухсторонним скотчем, и смотрите, тут как бы два варианта. Вы можете вообще его не трогать, то есть вот это вот не делать, как я в этом ролике показываю. Вы можете открутить именно вот эту вот всю панель от корпуса, то есть у вас будет вот эта сенсорная панель вместе с вот этой вот микросхемкой, точнее с платой. Вы ее просто откручиваете, и все как бы в сборе, да. Вот единственное, что вам придется тут немножко его все-таки отклеить от решетки, вот. Ну и дальше смотрите, вот здесь вот мы откручиваем все болты. Они, кстати, все имеют маркировку на корпусе, то есть там увидите, то есть там не должно быть тоже сложно, но если что, делайте все так, как я показываю. Все это мы открутили, снимаем крышку. Дальше смотрите, идут у нас 4 шлейфа от привода и от винчестера, их тоже аккуратно отключаем, ничего не дергайте, там оно в принципе все выходит нормально, защелок там никаких нет, просто вытягиваем их и все. Все, на данном этапе у нас уже привод откручен, мы его открутили раньше. Дальше вот здесь вот у нас идет сбоку болт, мы его откручиваем, и снизу вот здесь вот тоже откручиваем. Это у нас идет крепеж вот этой вот короба для винчестера. Далее откручиваем кулер, здесь вот вытаскиваем, тоже шлейф у нас идет от кулера, и вот здесь вот остальные болты, которые остались снизу, мы тоже откручиваем, вытаскиваем этот проем для привода, откручиваем остальные 4 болта, которые крепят у нас сам радиатор. Вот, и все, у нас в принципе на этом как бы мы добрались до материнки, мы можем ее уже вытащить, немножко отгинаем сам корпус, если он там не выходит у вас. Вот здесь самый ответственный момент, потому что тут, во-первых, не спешить, во-вторых, нельзя просто, то есть надо на что-то опирать, нож или что-нибудь, чем вы будете открывать. Ну, я в данном случае взял вообще обычный швейцарский нож. Он у меня не сильно был заточен, то есть я его в принципе себя никак не мог порезать. Вот. Есть специальные ключи, ну понятно, что не у всех они есть. Вот. Но опять же, это все можно сделать даже обычной ложкой чайной. То есть, вот. Главное просто не спешить, чтобы не сбить никакие радиоэлементы с материнки. Ну вот смотрите, этот бокс у меня ни разу не скрывался. Тут понятно, что уже просто все засохло. Он хоть и работал до этого как бы нормально, но тем не менее нельзя до такого состояния доводить. Нужно менять, разбирать, чистить все, как бы, чтобы оно у вас работало нормально. По поводу пасты, я вам сразу скажу, что в этом ролике я использовал КПТ 8. Ну, я в принципе не могу сказать, что плохая паста.
Ну, если вы, допустим, не хотите сильно часто ее там менять, да, разбирать и чистить, то лучше, конечно, использовать типа MX4, то есть вот эту пасту. Она чуть-чуть подороже, конечно, стоит. Ну как, не чуть-чуть, по сравнению с КПТ она в разы дороже стоит. Но если КПТ там стоит, грубо говоря, 1 бакс, да, то MX4 стоит, ну, где-то около 10 баксов. Вот. Но опять же, это очень такая качественная паста. Она на алюминиевой основе. Поэтому смотрите. Ссылку, если хотите, я оставлю на всякий случай в описании. Можете посмотреть, почитать. Все, мы поменяли пасту, а все обратно как бы в том же порядке мы собираем. Аккуратно, опять же, вот этот фиксатор мы защелкиваем. Сначала по диагонали, то есть вот эти все основные точки, да, по диагонали, чтобы он у нас уже крепился. А потом и, соответственно, все остальные, которые у вас останутся, также по диагонали, только уже в 3-й и 4-й. По поводу прошивки бокса, на всякий случай скажу, смотрите, у меня есть отдельные плейлисты по поводу прошивок, в принципе, там консолей многих. Вот, поэтому, если что, опять же, подписывайтесь на канал. И вас прошу как бы поделиться ссылкой с друзьями максимально. То есть ссылка на канал будет в описании. Вот, и это такое как небольшая просьба. Так, ну, смотрите, друзья, тут понятно, я думаю, ничего сложного не будет. То есть мы делаем все в том же порядке, только наоборот. Вот здесь вот смотрите, мы не перепутайте. То есть мы сначала подключаем кулер. То есть мы не ставим короб для винта, а мы именно первое, что мы делаем, подключаем кулер, закручиваем его. И только после этого мы уже начинаем позиционировать вот этот вот короб для винчестера. Сразу можете подключить, или потом можете подключить шлифа. Можете его сначала просто прикрутить к корпусу. То есть вот это вот сбоку, вот здесь у нас, как помните, да, мы откручивали. То есть сейчас мы его закручиваем. Здесь паз может быть, его, короче говоря, можно чуть-чуть притянуть к материнке. Вот, потому что он там немножко такой пружинит. Вот, его немного надо притянуть. И здесь также тоже мы фиксируем наш короб для винта. Все, дальше мы переходим к остальным нашим крепежным элементам. То есть мы закручиваем все остальные. Вот здесь вот смотрите, тоже такой нюанс, чтобы вы тоже там были в курсе. Вот не всегда с первого раза получится, чтобы зашел вот этот вот деталь от кулера, да. Значит, здесь нужно поиграться, чтобы все зашло в паз, опять же. Это вроде как мелочь, но она может повлиять потом при закрытии уже крышки, как бы верхней. Чтобы там не было никаких у вас, опять же, зазоров, да, чтобы все было стык в стык, короче говоря. Ну вот и все, в принципе. Здесь дальше идем, собираем шлифа. Если тяжело, допустим, неудобно, да, дотянуться рукой, можно взять обычной отверткой и так вот попритягивать, как я показал. Опять же, тоже аккуратно, чтобы ничего там не поцарапать на материнке. То есть это такая вещь очень нежная. Все, подключаем привод. С приводом вообще никаких проблем. То есть его просто подключили и закинули на материнку. Тут уже ничего сложного нет. Единственное, что там будет еще вот такой нюанс, когда будем закрывать крышку от лотка привода. То есть там я расскажу тоже, чтобы не спешили и не выломали. Там тоже есть такие как пазики. Его надо немножко разобрать будет. Поэтому тоже не спешим. Все, дальше докручиваем все, что осталось снизу. И переходим уже к нашей крышке. То есть вот здесь мы, если все мы четко сделано, то есть если все у нас ровно там внутри мы расположили, то крышка у нас просто на ура должна зайти. Никаких у вас не будет вот здесь вот, ну то есть проемов, да, никаких вот не должно быть сильно больших зазоров. Все должно быть ровно максимально. Обратите на это внимание. Если что-то не так, значит, ну, не спешите его закрывать, эту крышку, закручивать. Посмотрите, может где-то, опять же, что-то вы неправильно, где-то что-то не вошло. Все, дальше смотрите. Вот здесь у нас идут большие болты.
самые длинные. Это у нас вот по квадрату идет, и вот здесь вот еще один. Ну, дальше, я думаю, понятно. Дальше все, что у вас осталось, там у вас вы закручиваете. У вас единственное должно остаться два коротких маленьких черных болта. Это для вот этой вот панели сенсорной. И один болт для Wi-Fi Bluetooth модуля. Вот, в принципе, и все. Если что-то у вас осталось еще, ну, значит, где-то вы что-то забыли закрутить, поэтому тоже не спешим. То есть на данном этапе у вас должно остаться 3 болта. Два самых маленьких и один средний. Серебряный болт. Все, ну, смотрите, опять же, если все-таки идете таким же путем, то есть вы отклеивали весь шлейф и отключали его, то есть тут тоже аккуратно смотрим, чтобы шлейф нигде не был надломлен, то есть чтобы там все было аккуратно вставлено. Вот. Ну и вот здесь наши защелки, тут все тоже должно зайти у вас до щелчка, то есть мы проверяем это, тут ничего сложного не должно быть. Ну вот как бы на этом, можно сказать, мы подошли к концу. Дальше у нас верхние, нижние крышки и крышка для лотка привода. Здесь, я думаю, тоже ничего сложного не будет. Смотрите, что мы делаем. Нам надо включить бокс и нажать кнопку Eject, то есть чтобы у нас выехал привод. Бокс, кстати, можете не выключать потом, то есть он, в принципе, может у нас повисеть там какое-то время, пока мы его оденем обратно. Вот эту деталь нам нужно вытащить. Можно его даже рукой, то есть можно или отверткой, смотрите, как вам удобно. У кого какие пальцы. В общем, смотрите, тут вот так вот одеваем и вот таким макаром. Вот так вот, раз, все, нажимаем кнопку Eject обратно, и все, в принципе, на этом сборка вся закончена. На этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки этому видео, делитесь ссылками на мой канал с друзьями. Вот, желаю всем крепкого здоровья, до новых встреч, пока.